Добрый вечер, дорогие гости Национального центра «Россия». Здравствуйте и добро пожаловать на наш открытый лекторий. Меня зовут Дмитрий Морозов, я ведущий сегодняшнего мероприятия, но большую часть я буду за кадром, так же, как и вы, смотреть, как наши гости, наши эксперты отвечают на вопросы и восстанавливают историческую справедливость и историческую достоверность. Сегодняшняя тема встречи — это штурм Берлина, последний бой. Это самая завершающая стадия берлинского наступления в Великой Отечественной войне. Событие, которое состоялось уже 81 год назад, и мы, конечно, в последнее время сталкиваемся с огромным количеством споров, мифов и иногда даже откровенной лжи, которая касается штурма Берлина. Нужно было это делать, или немцы и так бы сдались, правильно ли поступал Жуков со своими солдатами или нет. Вот на эти вопросы будут отвечать сегодня ведущие историки России. Поприветствуйте, пожалуйста, прямо сейчас Артема Владимировича Драбкина, директора фонда «Я помню», члена научного совета Российского военно-исторического общества. Артем Владимирович, здравствуйте, проходите. И военного историка, члена научного совета Российского военно-исторического общества Алексея Валерьевича Исаева. Алексей Валерьевич, проходите, присаживайтесь. Мы очень рады видеть вас в Национальном центре России. И, Артем, я передаю вам слово. Вся программа на вас. Добрый день. Прежде всего, я хочу выразить всем благодарность, кто сегодня пришел, поскольку в такой жаркий вечер, пятница, конечно, может быть, было бы приятнее провести его где-то на лужайке на берегу реки. Еще раз большое вам спасибо всем, кто пришел нас послушать. А мы начинаем, будем разбирать сегодня мифы, и один из первых, собственно говоря, вообще, почему Берлин и его штурм, последний бой, вызывает споры, да? И, конечно же, мы говорим о том, что, прежде всего, это вопрос нашей памяти. Сразу после войны бывшие союзники стали противниками, началась холодная война, и тут же началась мифологизация вообще всей войны. Да? То есть каждая из сторон попыталась говорить о том, что его роль была первой и главной. Советский Союз тоже включился, естественно, в эту борьбу. Берлинская операция продавалась как эталонная, как завершающая на последнем этапе войны и полностью прошедшая по плану ставки. А со стороны, конечно, наших идеологических противников мы, конечно, будем наблюдать создание новых мифологий. Прежде всего, конечно, это и бессмысленные потери, и 100 тысяч изнасилованных немок в одном Берлине, и неэффективное руководство Жуковым и Коневым. Вообще бессмысленность проведения самой операции. Зачем на последнем этапе войны нести вот эти потери? Да? Конечно же, одним из таких мифов тоже стало это... Лично Сталин устроил соревнование между Коневым и Жуковым, кто из них первый войдет в Берлин. И многое-многое другое. Да, то, что как раз приведено на этом слайде. Но начнем мы прежде всего с вопроса географии Берлина. Как она повлияла на операцию. И прежде всего это связано с тем, что в Национальном центре проходит потрясающая выставка, которую я сегодня посетил, связанная именно с географией. И я передаю слово Алексею Валерьевичу Исаеву, и он будет как раз рассказывать о географии, с чем же столкнулись наши войска. В кадре совершенно не случайно мы видим бойцов саперных подразделений, которые наводят переправу. Если мы посмотрим на карту Берлина и прилегающих к немецкой столице территорий, мы сразу видим две вещи. Первое – это обширные леса, и на самом деле даже символ Берлина – это медведь. Соответственно, вокруг Берлина множество достаточно густых лесов. И второе – все вы видите голубой цвет. Это множество рек, озер, каналов. И касалось это в том числе самой немецкой столицы. Город был изрезан
и рекой Шпрее, и несколькими каналами, которые в городской черте были одеты камнем и составляли достаточно серьезное препятствие даже для такой хорошо обученной, имевшей огромный боевой опыт армии, какой являлась Красная Армия 1945 года. И еще один фактор, который влиял на то, как будет проходить штурм Берлина, это практически безальтернативное направление главного удара. Красной армии был захвачен в последний день января 1945 года плацдарм на реке Одере. И этот плацдарм, постепенно расширяясь, стал стартовой площадкой для наступления на Берлин. Но одновременно это означало, что командование противника достаточно четко понимало, что удар последует именно с этого достаточно ограниченного по размерам плацдарма. И на карте, которую вы видите в левой части слайда, гигантское обозначение, четко указывающее, где будет главный удар Красной Армии. То есть обмануть противника, как это, может быть, можно было сделать в такой операции, как Багратион, или, например, наступление на правобережной Украине, или даже Сталинград. Обмануть, переиграть противника можно было на другом уровне. Он и так знал, где будет главный удар, и готовился несколько недель к тому, чтобы отражать этот главный удар. И любое маневрирование в любом случае оказывалось и после выхода с плацдарма ограничено реками, озерами. И то же самое касалось любых практически направлений, и в том числе наступления Первого Украинского фронта, который также вынужден был действовать вдоль определенных направлений, что, разумеется, облегчало задачу противнику по противодействию войскам Ивана Степановича Конева. И все это потребовало тактического мастерства, все это потребовало иной раз весьма нестандартных решений для того, чтобы добиться искомого результата, быстро выйти к Берлину и быстро взять германскую столицу. Ну, мы еще сегодня будем говорить, конечно, о влиянии высот. Да, мы будем говорить про Зиеловские высоты, которые стали, нельзя сказать, что камнем преткновения, но, тем не менее, задержали войска маршала Жукова, Первого Белорусского фронта. Весь город также был насыщен каналами и реками. И чтобы взять Рейхстаг, потребовалось форсировать реку Шпрее по единственному оставшемуся мосту. То есть все время география накладывает отпечаток на то, как будут вестись боевые действия и где они будут вестись. Например, прорыв из окружения получившегося 9-й армии был по единственному возможному маршруту, потому что только там не было как раз-таки озер и рек. И, конечно же, Иван Степанович Конев прекрасно считал эту возможность и выстроил именно там заслоны, потому что сильным нельзя быть везде. Естественно, наши войска были расположены таким образом, чтобы действительно задержать немцев. Это было все четко просчитано. Но еще один, собственно говоря, такой серьезный вопрос, это, который я уже упоминал чуть раньше. Вообще, стоило ли брать Берлин? Вот последние месяцы войны, да, можно же, окружить его, подождать, пока он сдастся. Может, вообще его союзникам оставить, пусть он их забирает его, да? Зачем было нести? Да, в итоге получилось, что наши войска потеряли безвозвратно где-то порядка 68 тысяч человек. Нужно ли было это делать в то время? Действительно, вопрос постоянно возникающий применительно к Берлину. Этот вопрос я слышал многократно. А что мешало Берлин просто окружить и затем дождаться, когда он капитулирует? Однако такая постановка вопроса, она некорректна по вполне очевидной историкам причине. Надо видеть исторический контекст, в котором происходила битва за Берлин, и посмотреть, какие события были до Берлина. И
прецеденты, из которых исходило советское командование при планировании Берлинской операции. И действительно, если мы посмотрим, что было до Берлина, то в полосе Первого Белорусского фронта в течение месяца боев с 23 января 1945 года по 23 февраля советские войска штурмовали небольшой город, хоть и узел дорог, Познань. Взятие Познани, овладение Познанью потребовало длительных квартал за кварталом боев в условиях городской застройки с прочными каменными зданиями. В случае с Познанью ситуация усугублялась наличием еще фортификаций, пусть 19 века, но способны держать снаряды тяжелой артиллерии. Понадобилось разбивать укрепление Познани орудием большой и особой мощности. Не менее яркий пример – это Будапешт, который имел место практически за несколько недель до того, как Красная Армия начала Берлинскую операцию. К Будапешту советские войска вышли в первые дни ноября 1944 года, и Сталин в Москве декларировал, что вот-вот Будапешт падет, однако борьба за него продолжалась до середины февраля, до 12 февраля 1945 года. Причем непосредственно в окружении город находился более месяца, с католического Рождества 1944 года вплоть до 12 февраля. При этом город не эвакуировался. В городе находились сотни тысяч мирных граждан. О питании, о снабжении, например, даже водой этих людей никто вообще не думал. Имеющийся в городе гарнизон сражался так, будто никаких мирных граждан в городе Будапеште нет. И о них никак не заботились. Снабжение по воздуху шло исключительно исходя из потребностей гарнизона, тех примерно 50-70 тысяч человек, венгров и немцев, которые обороняли кварталы, баррикады Буды и Пешта. Не менее показательный пример – это Бреслау, столица Силезии, город, к которому Красная Армия подошла еще в феврале 1945 года. На момент начала планирования Берлинской операции он еще оставался не занятым Красной Армией. Город, находившийся в полном окружении, опять же, без эвакуированного гражданского населения, продолжал вести боевые действия. И более того, попытка, как говорится, кавалерийским наскоком перед Берлинской операцией сломить сопротивление гарнизона потерпела неудачу. И, разумеется, имея перед собой такие прецеденты, Бреслау, опять же, капитулировал ввиду безвыходности положения. Окружение Берлина, в котором имелись достаточно обширные склады и вооружений, и боеприпасов, и на самом деле продовольствия, этот город мог сопротивляться очень долго. Я думаю, что месяц – это очень даже оптимистичная оценка того времени, которое потребовалось бы взять Берлин в том случае, если бы он был окружен. Более того, отход в Берлин крупных сил Содерского фронта при банальной операции на охват и окружение германской столицы обещал, что немцы будут сражаться за каждый дом. Ну и что? Может быть, не надо было его штурмовать? Каждый день войны на огромном фронте от Курляндии до Балкан приносил потери. Каждый день гибли люди. И нужно было войну завершать. И это было требование, которое было в сердцах и простых солдат, и маршалов. Поэтому расчет был именно на то, что Берлин надо не просто блокировать, не дать к нему подойти каким-то резервом врага, но уничтожить его гарнизон, причем как можно скорее. Именно это останавливало войну, и это останавливало гибель людей на всем фронте. Берлин был не единственной точкой, где шли боевые действия. В Силезии, в Австрии все это каждый день приносило людские потери. Поэтому то, что Берлин решили штурмовать, это было более чем разумное, исходя из контекста эпохи, соображение.
Ну, я бы еще добавил, что, естественно, это и нагрузка на экономику. То есть экономика работает в военном режиме, с 12-часовыми сменами практически, так сказать, в 3 смены работающая. Поэтому, конечно, и это тоже было важно для экономики Советского Союза, завершить ее как можно быстрее, чтобы демобилизовать людей, чтобы они вернулись и в свои семьи, естественно, и в экономику, в мирное развитие. Еще один вопрос, который всегда возникает, когда говорят о Берлинской операции, это взаимоотношения между Сталиным и Жуковым, между Жуковым и Коневым. И якобы Сталин устроил соревнования между своими маршалами. Ну и тут надо говорить о том, что прежде всего в апреле месяце Сталин вызвал Жукова и Конева в Москву на совещание, на котором он зачитал им прежде всего телеграмму, в которой говорилось о том, что наши союзники планируют взять Берлин раньше нас. И по воспоминаниям Конева ему выдалось... Сталин задал вопрос, кто же будет брать Берлин первыми, мы или союзники? И Конев, потому что он первый отвечал на этот вопрос, он сказал, что мы будем брать Берлин. Ну, сейчас кажется, как это так может быть, что союзники возьмут раньше, чем Красная Армия, но тогда ситуация висела на волоске. И действительно, союзники к апрелю месяцу практически подошли на то же самое расстояние, на котором стояли советские войска, но с запада. И, конечно же, у них могла возникнуть идея, и она возникала, и об этом потом пишет Черчилль и многие другие командующие, что им помешали взять Берлин, и они очень хотели взять Берлин. Но как раз генерал Эйзенхауэр, который командовал всеми войсками в Европе, он категорически был против этой идеи. Тем не менее, 1 апреля Сталин дает приказ своим маршалам подготовить Берлинскую операцию. И план ее заключался в том, что первоначальный план — войска Конева не должны были брать Берлин. Они не должны были участвовать в городских боях. Вот так выглядел план действий, который подготовила Ставка для войск Конева. А вот так выглядел план для войск Жукова. Тоже, в принципе, его основные армии, две самые главные ударные силы, то есть это 1-я и 2-я гвардейская танковые армии, должны были обойти Берлин с севера, прорваться к Эльбе и фактически на Эльбе соединиться с союзниками. Вот такой был план. Я уже говорил, что Советский Союз, когда описывал Берлинскую операцию, говорил, что все пошло по плану. Нет, Берлинская операция как раз-таки не пошла по плану, потому что оба маршала решили эти планы слегонца изменить. И прежде всего, конечно, это поворот Конева на Берлин. Когда войска Жукова, мы еще будем говорить про Зиеловские высоты и задержку на них войск Жукова, ну вот это окно возможностей дало... Заранее Конев подготовил план поворота своих армий на Берлин, и когда Жуков задержался, Сталин на созвоне со Сталином, он этот план протолкнул, он его продвинул и сказал, что он может повернуть танковые армии на Берлин. И Сталин согласился с этим поворотом. Было ли это правильно сделано? Ну, скорее всего, в той ситуации это действительно было правильное решение. Хотя, конечно, им двигали в основном, конечно, амбиции. Он желал быть покорителем Берлина. Оба маршала были крайне амбициозные, это и понятно. Но Конев решил, что он сможет быть покорителем Берлина в одиночку. После войны, как раз я общался с дочерью Конева, да, с Натальей, и она говорила, что, конечно, вот этот поворот, вот это решение... Это была черная кошка, которая пробежала между Жуковым и Коневым. И после войны они уже такими друзьями, как они были до 1945 года, они уже никогда не были. Вот, тем не менее, это решение было принято. Войска Конева повернули на Берлин. Но, как мы знаем, Конев не стал покорителем Берлина в одиночку, потому что немцам удалось его задержать. И в Берлин первыми вошли войска Первого Белорусского фронта Жукова.
ну а следом за ним и войска Конева. Соревнования между... То есть Сталин действительно не устраивал соревнования между Жуковым и Коневым. Но соревнование было. 20 апреля Конев и Жуков подгоняют свои войска. Они приказывают, Конев приказывает 3-й ударной армии, что максимально быстро прорваться к Берлину. Не получая ответа от Рыбалки, не получая результата, он перенаправливает 4-ю танковую армию генерала Лелюшенко на Берлин. Жуков в это время отдает приказы хотя бы одной танковой бригады ворваться в Берлин. Да, такое соревнование действительно между этими двумя амбициозными командующими было. Но оно было инициативой их личной. Никакой специальной операции или специальной, так сказать, специально недотянутой линии разграничения, которую часто Конев приводит в своих мемуарах о том, что это была такая лазейка. Этого ничего, конечно, не было. Это было действительно соревнование двух наших выдающихся полководцев, но очень амбициозных мужиков, которые действительно хотели вписать свои имена, понимая, что сейчас творится история, и кто будет первым, и кто будет поставить знамя над Берлином, тот и останется в истории его покорителя. Ну, такая вот ситуация была. Ну и следующий вопрос, как я уже говорил, что мы говорили про реки, но у нас есть вот этот вопрос с Зиеловскими высотами. Часто про него говорят, что там были понесены избыточные потери, что Жуков не смог вовремя их преодолеть. Почему он начал штурмовать именно через высоты? Потому что на самом деле там действительно такой достаточно серьезный обрыв. Высоты – это терраса, фактически отделяющая пойму реки от, собственно говоря, плато, на котором стоит Берлин. Ну и слово Алексею. Действительно, та самая черная кошка, которая пробежала между Коневым и Жуковым, была таким, я бы сказал, весьма долгоиграющим процессом. И именно за подписью Ивана Степановича Конева вышла в 1957 году статья, когда Жуков, можно сказать, попал в очередную опалу. И именно в этой статье, в одной из центральных газет советских, прозвучали слова о Зиеловских высотах и о том, что ошибочным было решение наступать именно на этом направлении, что были понесены большие потери, что войска задержались. И именно с этого момента, аж 1957 года, пошла без преувеличения черная легенда о Зиеловских высотах. На фотографии, это моя фотография, я ездил в этот район, смотрел все своими глазами. Выглядят высоты на этой фото практически так же, как они выглядели тогда, в 1945 году. Если смотреть вживую, там еще стоят ветряки, они мешают восприятию такой, можно сказать, исторической реальности, но на этой фото видно самое главное, то, что показано мной с помощью стрелочек. Дело в том, что Зиеловские высоты не перегораживают весь плацдарм, точнее, тот участок местности, который принято называть Зиеловскими высотами, он плацдарм не перегораживает. Географического понятия «Зиеловские высоты» в географии земли Бранденбург нет. На картах это все называется Рейнтвейнский выступ. Это район достаточно обширный, с действительно таким подъемом местности на плато, но название Зиеловские высоты – это то же самое, как на картах какой-нибудь финской войны «Роща-огурец». Это название, сделанное нашими офицерами в штабах Первого Белорусского фронта для упрощения обозначения конкретного участка местности. На что был расчет при движении именно на этот участок местности. Высоты вроде бы невысокие, но они непреодолимы для бронетехники. Опять же, как человек, который там стоял на этих высотах и смотрел на достаточно сильный обрыв, я могу подтвердить.
танк, такой уклон никакой. Танк, я боюсь, даже современные танки, может быть, даже тем более современные танки, такой уклон не возьмут. И действительно, казалось бы, непроходимый участок местности, за исключением достаточно узких коридоров вдоль дорог. Почему решили бить по этому направлению? Плацдарм для такой крупной группировки, которая была собрана для броска на Берлин, он на самом деле небольшой. И вынужденно разделили полосы наступления, в том числе и через Зиеловские высоты. Соседняя 5-я ударная армия Берзарина и 2-я гвардейская танковая армия Богданова, они высоты не видели. Точнее будет сказать, что у них были другие проблемы. У них были проблемы с ирригационными каналами многочисленными. Им приходилось прежде всего форсировать водные преграды, но в высоты они действительно не упирались. Но, тем не менее, одно из направлений наступлений Первого Белорусского фронта действительно пролегало через высоты. Это 8-я гвардейская армия Чуйкова и 1-я гвардейская танковая армия Михаила Ефимовича Катукова. Расчет был довольно простой. Мощность огневого поражения. Действительно, в Красной армии была собрана сильная группировка и артиллерийская, и авиационная. 16-я воздушная армия – это около 3000 самолетов. Понятно, не все из них ударными, но воздушный молот был очень мощный. Но в первый день операции, 16 апреля, погодные условия не позволили этим воздушным молотом смести все те немецкие позиции, которые были на высотах. И когда из долины Одера вышли к высотам, огонь, который ввели немецкие войска с этих высот, преодолеть не смогли. И что, продолжили штурмовать в лоб? Нет. Зиеловские высоты в лоб не брали. Для того, чтобы преодолеть оборону Одерского фронта, был предпринят достаточно замысловатый обходной маневр, когда по северной кромке высот, опять же, вот стрелочками помечено, и на фотографии видно, что Зиеловские высоты в определенный момент обрываются. И 1-я гвардейская танковая армия пошла по северной кромке высот, то есть она своими главными силами обходила высоты. На соседнем участке 2-я гвардейская танковая армия, не преодолевая никаких высот, но именно ей принадлежит честь взлома Одерского фронта через полосу немецкой 9-й парашютно-десантной дивизии, пробив очень узкий коридор, практически проткнув оборону противника спицей, сумели через этот узкий коридор прорвать тактическую оборону, на которую опирались в том числе войска, сидящие на Зиеловских высотах, обойти их, выйти им фактически в тыл. И на самом деле история с Зиеловскими высотами, она заслуживает того, чтобы ее излагали в учебниках по оперативному искусству и тактике. Как пример очень грамотного маневрирования, грамотного нащупывания слабого места в обороне противника, проламывания этого слабого места. И вот через достаточно узкий коридор 2 мощных механизированных объединений, сразу 2 танковых армий. Поэтому история Зиеловских высот – это история успеха. Да, оборону противника прорывали дольше, чем планировали, но ее прорвали прежде всего грамотно и профессионально. Опять же, мой личный опыт, когда я ездил на Зиеловские высоты, экскурсию со мной вели с помощью альбома карт с натовскими обозначениями. Когда я спросил, а зачем эти натовские обозначения, сказали, а тут регулярно офицеры НАТО приезжают, смотрят, как русские прорвали Зиеловские высоты, мы их вводим, показываем, и у них прям такой готовый, уже несколько потрепанный альбом с картами, с фотографиями той местности, на которой происходил этот прорыв. Это такая полевая поездка для офицеров НАТО. Они им показывают, как надо делать. И на самом деле история Зиеловских высот – это как надо делать. Я сам был на высотах в декабре, снимал там ролики. Действительно, с юга до Зиелова высоты практически непреодолимы для бронетехники. И когда смотришь с
севернее Зиелова, то кажется, что ну а почему бы не сдвинуть на самом деле полосу чуть севернее, и там высоты, действительно они такие пологие, просто холм такой пологий. И казалось бы, действительно ошибка Жукова, но почему так не сделать? Но когда посмотришь на карту высот, если есть такой в доступе ресурс, карта географическая высот, то очень четко совершенно еще чуть севернее начинаются высоты намного больше. То есть это действительно такой оборонительный рубеж, который Жуков, прекрасно читая карту, он понимал, что здесь точно остановят. И севернее наступать просто было нельзя. Поэтому, собственно говоря, ввели как раз там, где высоты были наименьшие. Это Врицен. Врицен, да. Врицен как раз он, собственно, на северной части плацдарма. Ну и мы потихонечку движемся к следующему мифу. Это Рейхстаг. Да? Действительно, сейчас много говорится. Там и ролики сейчас вышли новые, так сказать, описывающие, что Рейхстаг вообще не имел никакого значения. Рейхстаг, поскольку его сожгли, его не использовали, зачем было вообще это брать, и вообще это ерунда какая-то, зачем-то русские придумали там флаг поставить. Да? И что здесь? Почему именно Рейхстаг? И как выдружали Знамя Победы? Почему Рейхстаг? Как справедливо было замечено, Жуков отлично читал карту, причем это было и в 1941 году, и в 1942, и в 1945. Он, практически глядя на карту, четко давал указания по телефону, как нужно обходить те или иные участки местности. И в случае со штурмом крупного города была необходима точка, которой выходить войскам, которые разрезают гарнизон Берлина словно пирог. Если мы посмотрим на карту города, то мы увидим, что Рейхстаг – это одиноко стоящее здание, оно четко читается на карте, в обширном районе, как сейчас бы сказали, зеленки. То есть это парк Тиргартен, это обширный район, прилегающий к Шпрее в центральной части Берлина. И объект Рейхстаг на этой карте читается очень определенно, и нельзя ошибиться. Поскольку если попытаться ввести войска, которые с разных сторон идут к центру Берлина и разрезают его гарнизон на части, например, к рейхсканцелярии, и дать им адрес Фосштрассе, дом такой-то, то, опять же, никто не рассчитывает на то, что на месте будут таблички. Я вам даже больше скажу, что к моменту выхода к Рейхстагу у наших солдат и командиров не было точной уверенности, что это именно он. Тогда была другая эпоха, и разослать всем на смартфоны изображение Рейхстага, сказать идти сюда, или даже не Рейхстага, а какого-нибудь другого объекта, было затруднительно. Выбрали очень заметный объект, к которому можно было подойти с разных сторон, который действительно в 1945 году он не имел административного значения. После известного поджога Рейхстага и прихода к власти нацистов здание германского парламента пустовало, и даже те заседания, которые проводились вскоре после захвата власти нацистами, они проходили в здании напротив Кроль-оперы. Секунду просто. Я хочу спросить, а кто-нибудь знает, как выглядит здание администрации президента России? Ну вот примерно так же все знали, как выглядит Рейхстаг в тот момент. Ну просто чтобы вы понимали, да, уровень осведомленности наших бойцов и командиров о том, что же такое Берлин. Да, и я вам даже больше скажу, что на плане Берлина, который раздали в войска, не было новой рейхсканцелярии. Там такой как бы зеленый участок парка. Поэтому несовершенство имело место, не все читалось на аэрофотосъемках, поэтому выбор был очень простым и логичным. И вот, пожалуйста, карта, прям видно крупное здание на краю зеленого участка.
с аэрофотосъемка с птичьего полета тоже очень все хорошо видно и однозначно. Есть куда двигаться. Дальше мы рассекаем гарнизон на части, мы дробим его. С самого начала в военных планах никто не ставил задачу дойти до Гитлера и заставить его покончить жизнь самоубийством. Это бессмысленная задача для войск. Гитлер мог быть где угодно, он мог быть в любом из флактурмов в башне ПВО. Он мог находиться в каком-то бункере в метро, вмонтированном в систему подземки берлинской. Идти искать Гитлера – это задача бессмысленная с военной точки зрения. Осмысленная задача – это рассечь гарнизон на части, разбить его по частям, если он не капитулирует после того, как он будет рассечен на части. И уже от этих задач происходили все остальные. И то, что выходом в центр города и выходом на подступы к рейхсканцелярии мы заставили Гитлера совершить самоубийство, это не могло быть заложено в план. Это было следствием универсального плана, который в любом случае приносил позитивное решение. Выйти несколькими ударными группировками, как нож сквозь масло, прорезающими Берлинские улицы, исходящимися в одной точке, а не равномерный штурм, например, что упрекали, например, того же Малиновского, что он так равномерно двигался по Пешту, вместо того, чтобы нанести сосредоточенный удар. Его ставка отдергивала. Жукова и Конева не надо было отдергивать. Они знали, куда идти, в одну определенную точку. И вот дальше начали развиваться события, связанные с водружением знамени Победы. Знамя Победы – это четко регламентированная в документах сущность. В приказах указывалось, как оно выглядело. На каждом из знамен, которые должны были водрузить наши бойцы и командиры, ставился номер. В конкретном случае со знаменем Победы это было знамя военного совета 3-й ударной армии с номером 5. Этот номер 5 был написан на знамени. Никакой самодеятельности в 3-й ударной армии, в любой армии, которая шла к Рейхстагу с разных сторон, не было. Все было четко регламентировано, никаких, что называется, сделанных поспешно в последний момент из каких-то подручных кусков красной материи знамен. Это были контрольные штурмовые флажки. Знамя Победы. К вопросу о знамени Победы, его обозначению подошли очень серьезно на уровне документов в войсках уровня объединений, то есть армии. Именно это знамя водружалось над Рейхстагом. Что, собственно, происходило? Главная трудность прорыва к Рейхстагу заключалась в большом котловане с водой, который перегораживал дорогу к Рейхстагу. К счастью для наших бойцов, командиров конкретного подразделения, то есть 1-го батальона Неустроева 756-го стрелкового полка, мост Мольтке, он в сегодняшнем Берлине, он тоже есть мост Мольтке, стоит на месте, может, кто побывает или хотя бы на каких-нибудь визуализированных картах можете посмотреть. Мост стоит до сих пор. Это единственный мост на достаточно большом участке, который приводил к Рейхстагу из северной части Берлина, из района Моабит. По дороге нужно было взять, во-первых, так называемый Белый дом, это корпус зданий дипломатического корпуса, здание МВД, оно же дом Гиммлера, это бывшее здание имперского генштаба после того, как Германия потерпела поражение в Первой мировой войне, это здание имперского генштаба было отдано Министерству внутренних дел. И, соответственно, напротив Рейхстага стояла Кроль-опера, которая мешала штурмовать Рейхстаг и вообще предпринимать любые действия в районе Рейхстага. Полностью с него простреливалась площадь. Если что, Кроль-оперу взяли уже после водружения знамени. Ну и как это выглядит с птичьего полета? Мы видим достаточно высокие здания, мост Мольтке. Вот как это выглядело в начале 20 века. Рейхстаг, на самом деле, недалеко от этих зданий. Мост Мольтке немцы пытались подорвать,
но из-за неполной детонации взрывчатки или недостаточного ее количества мост был разрушен только частично, но он не пропускал тяжелые танки ИСАУ. Можно было его преодолевать только пешком, танками средними, то есть Т-34, артиллерией. И еще мост Мольки в период штурма Рейхстага он обстреливался из соседних кварталов, поскольку, опять же, выходили на узком фронте к Рейхстагу. Имеет место поспешное донесение 30 апреля 1945 года о том, что уже водружено над зданием Рейхстага поднят флаг Советского Союза. Оно не соответствовало действительности. Опять же, тогда не было квадрокоптеров, которые можно было, что называется, прислать видео с развивающимся знаменем, кто же сейчас называет флаговтык, и показать все, что называется, самого высокого начальства очень оперативно. Тогда такой возможности не было. Лично командующий армией Кузнецов не мог посмотреть на развивающийся флаг. Поэтому было поспешное донесение. В действительности, если мы посмотрим документы, 1425 – это установка знамени на ступенях. До крыши было еще далеко. И на самом деле имеется масса документов, которые все это очень подробно описывают. Поскольку война закончилась, написали массу итоговых донесений, массу отчетов о том, как все происходило. Поэтому последовательность событий была вполне однозначная. 30 апреля 1945 года. Это был второй штурм Рейхстага. Первый был неудачным 29 апреля именно из-за огня в Кроль-опере. В 14:25 отдельные подразделения 150 СД ворвались в здание Рейхстага, но не дошли до крыши, а только смогли поставить флаг на лестнице. В 18:00 для обстрела Рейхстага были использованы реактивные снаряды, что позволило ворваться в Рейхстаг крупными силами. И только вечером уже в темноте происходило водружение знамени. Опять же, все это описано в документах. Это все, в том числе документы, выложены на памяти народа. В чем был вопрос с обстрелом Рейхстага реактивными снарядами? Перетащить тяжелую технику было невозможно через мост. Поэтому понадобилось в транспортно-пусковых контейнерах 300-миллиметровые реактивные снаряды установить в доме Гиммлера в здании МВД, выстрелить по Рейхстагу. Вот пробоины от этих реактивных снарядов – это ужасающий взрыв 300-миллиметровой боевой части, который просто загонял защитников вовнутрь или убивал на месте. И это позволило ворваться в Рейхстаг крупными силами, а затем уже по лестнице подняться наверх, вот по стрелке, оказаться на крыше. Лестниц больше одной, естественно, вело на крышу, но технически можно было использовать только одну из них. Поднять что-либо на куполе, который был разбит, это была железная конструкция, усеянная разбитым стеклом. Поэтому подниматься было, тем более в ночи под обстрелом, почти нереально. Можно было поднять знамя на фигуре Германия в седле. Именно это было сделано. Вот это довоенное фото, когда еще колонна стоит перед Рейхстагом. Вон вдали видна Кроль-опера. Белое здание со стрелочкой. Любые действия на крыше Рейхстага молниеносно подвергались обстрелу. Поэтому карабкаться на купол нереально. Ставить знамена там, где сделана фотография Халдея, где здание занято противником, нереально. Всех бы сразу убили. Было возможно, только очень осторожно в ночи поднять знамя на Германии в седле. И именно это знамя стало знаменем Победы. Уже позднее были сделаны вот эти фотографии батальона Неустроева, бойцов батальона Неустроева. Именно здесь, на этой фигуре, подняли знамя, а потом уже его перенесли на купол. Поскольку знамя было небольшое, потом заменили уже на более подходящее по размеру полотнище, которое было хотя бы видно снизу. А так, то знамя, которое известно как знамя Победы, естественно, на тот момент без надписи 150-я дивизия, просто с номером 5 у древка на полотнище, его подняли на Германии в седле и уже после завершения боев подняли на куполе. Его история четко описана в документах. Захват Рейхстага
приводил советские войска на подступы к рейхсканцелярии, где в бункере, под которой находился Гитлер и его приближенные с севера, и вкупе с движением с юга, это ставило крест на сопротивлении в Берлине. Именно поэтому последовательность событий была именно такой, как она была в исторической реальности. Самоубийство Гитлера, причем еще до того, как подняли флаг. Но советские бойцы уже находятся на подступах к Рейхстаге. У них есть плацдарм на берегу Шпрее, нацеленный на рейхсканцелярию с севера. И вот эта стратегия «идем к Рейхстагу на узком фронте» это было очень грамотно и правильно, поскольку приводило к нужному результату, не зная подробности, где находится Гитлер. Это просто грамотная стратегия штурма города. Так что история Знамени Победы, она по документам выявлена достаточно точно, и любые, я бы так сказал, спекуляции здесь уже достаточно бессмысленны. Ну, я не совсем с этим согласен. Дело в том, что вот этот вот доклад преждевременный, он породил цепочку. То есть преждевременный доклад от Зинченко, командира полка, к командиру дивизии, дальше командиру корпуса, дальше командиру армии и дальше к Жукову, командующему фронтом, а дальше к Сталину и сообщению по радио, он породил дальнейшую создание документов, поскольку журналы боевых действий писались уже после боевых действий, то вот эти документы, которые были созданы после боевых действий, чаще всего уже 1, 2, 3 мая, они содержат вот эту самую ошибку. Потому что после Сталина все это спустилось обратно вниже к Неустроеву, и Неустроеву был поставлен приказ любой ценой поставить в какой-то флажок на Рейхстаге. Да, то есть привязать ли его к колонне, поставить ли его на ступени, но чтобы флаг был и стоял. Вот это, собственно говоря, и тут же начинается рождение мифологии, потому что, например, даже 23 июня 1945 года вот этот военнослужащий 756-го полка, в котором командир полка Зинченко, соответственно, Сиянов, командир роты, Неустроев, Егоров и Кантария, они приезжают в Москву и их опрашивают в комиссии Минца. И если Сиянов, Егоров, Кантария говорят о том, что флаг был водружен в 14:25, то командир полка Зинченко говорит, никакого флага не было. Может быть, отдельные подразделения были в Рейхстаге, связи я с ними не имел, ничего не знаю. Вот на самом деле все было по-другому. Поэтому вот эта мифологизация, она началась сразу же. И вот отсюда возникает вот это огромное количество, так скажем, интерпретаций тех событий, которые были. Но Зинченко, я бы так сказал, безусловно, главный герой водружения знамени конкретным подразделением, поскольку он четко вел свой полк к Рейхстагу. Он же фактически отдал приказ вечером 30 числа принести знамя номер 5. И я бы так сказал, он обеспечил в том числе роту Сиянова, в которой были в том числе недавно освобожденные из плена бойцы. И вот этот таран, который прошел на крышу. Все рассказы про каких-то отдельных бойцов, которые какими-то неведанными тропами пробрались на крышу, что-то там водрузили, это не научная фантастика. В реальной жизни для того, чтобы водрузить знамя Победы, нужна была организованная воля, которой являлся Зинченко, и суперпрофессионал Сиянов, который проложил путь знаменосцам, который своей ротой, на самом деле собранный сбором по сосенке, но собранный в единый кулак с его несгибаемой волей, это очень мощный мужик, так на голову выше всех видно. Вот эти люди вошли в историю. Они ввели себя в историю, оказавшись в нужное время, в нужном месте и использовав все шансы. Это вот, я с большим интересом смотрел, в том числе телевизионную передачу 70-х годов, вот когда их видел вживую. Зинченко очень такой подвижный, очень быстро говорящий. Сиянов реально вот русский богатырь. Вот терминатор такой, вот Шварценеггер нервно курит в сторонке.
огромный мужик с широкоплечий. И видно, что вот именно этот человек мог вот пробить коридор сквозь немцев через второй этаж, выйти на крышу и сделать то, что было сделано. Было сделано то, что сделано только организацией. Порядок бьет класс. Поэтому рассказы про одиночек, которые там где-то прокрались, которые там в одиночку куда-то там добежали, это все не научная фантастика. На войне так не бывает. Ну, и еще один у нас миф, о котором, собственно, уже начал говорить Алексей, что все-таки у нас Гитлер-то покончил жизнь самоубийством в Берлине или все же сбежал в Аргентину, и как вообще, так сказать, огромное количество тоже версий было, почему, собственно, они возникли. Что мы можем точно сказать, и действительно сейчас мы можем точно сказать, что 30 апреля Гитлер был мертв. Почему мы можем об этом говорить? Прежде всего потому, что 22 апреля у Гитлера случается приступ истерики. Если кто-то смотрел фильм «Бункер», кто-то смотрел фильм «Бункер», поднимите руку. О, прекрасно. Вот примерно так оно все и по воспоминаниям тех, кто там присутствовал, оно примерно так все и выглядело. Он заявляет о том, что он умрет здесь, в Берлине, никуда не поедет. И более того, вообще, так сказать, он готов отдать власть, и пусть его забирает кто-то другой и ведет переговоры с союзниками. Эту информацию получает Геринг, пишет телеграмму, которым выставляет ультиматум. Если вы до 10 часов вечера не отвечаете на телеграмму, то вся власть приходит ко мне. Гитлер в ярости, он объявляет Геринга предателем, лишает его всех наград, его арестовывают, только что не расстреливают. Тем не менее, он укрепляется постепенно. Вот начиная с 22 числа, огромное количество свидетельств о том, что укрепляется в мысли о том, что он покончит жизнь самоубийством вместе с Берлином, вместе с падением Берлина. Постепенно эта мысль, несмотря на то, что его окружение предлагает ему и уехать в Оберзальцбург, в его резиденцию, и еще какие-то варианты, и вывести, и даже пытается силовым методом его вывести, этого ничего не происходит. И как раз-таки уже к концу апреля он уже четко совершенно говорит о том, что он будет, как он будет кончать жизнь самоубийством. Ему доставляют ампулы с ядом, у него есть, естественно, 2 револьвера, 2 пистолета. Вот, и он решает уже покончить жизнь самоубийством. Ну, а мы здесь вот на карте видим, где находится рейхсканцелярия. Вот видим там Рейхстаг, как раз Алексей рассказывал про него. Рейхсканцелярия находится всего в километре. Это реально 10 минут пешком. Не далее, как вот в декабре прошло это расстояние. Кроме всего прочего, с юга подходит 8-я гвардейская армия. 8-я гвардейская армия Чуйкова, она не штурмовала рейхсканцелярию, она не смогла дойти, потому что уперлась в 2 вокзала, Вангальский и Потсдамский, и там немцы их остановили фактически. И до 2 числа армия продвинуться не могла, но она подошла всего где-то тоже километр до рейхсканцелярии. Рейхсканцелярия... Естественно, был устроен бункер, как уже говорилось, да, собственно, так фильм-то называется «Бункер», потому что, собственно, это подземное сооружение, 3 метра бетона сверху, шум вентиляции. Те, кто посещал бункер извне, там Ханна Рейч пролетала, да, она оставила воспоминания, что те, кто жил в этом бункере, они уже жили полностью оторванные от реальности, да. Они все еще считали, что их могут спасти, что их могут вывести, что сейчас будет чудо-оружие, наши войска, наши, я имею в виду немецкие войска, прорвутся, освободят Берлин. Там был уже абсолютный такой паноптикум, атмосфера была крайне напряженной, и уже такой развал дисциплины уже был. В общем и целом состояние и самого Гитлера было после покушения 20 июля 1944 года, оно уже было физически, он был очень истощен. Вот. И, в общем, его вот эта решимость покончить с собой, она вопросов не вызывает. Что происходило 29 числа, 28 числа Гитлер услышал, что начинается, что Гиммлер ведет сепаратные переговоры, он и Гиммлера объявил предателем, и это было последней каплей, собственно, та самая соломинка, которая сломала хребет верблюду. 29 числа он
по просьбе Евы Браун вступает с ней в брак и 30 числа кончает жизнь самоубийством. Вот, собственно говоря, здесь на этой фотографии Алексей с куском черепа Гитлера, да, я так понимаю? Да, это Гарф. Ну да, челюсть, честно скажу, не смотрел, но вот череп с пулевыми пробоинами видел. Это, как говорится, фотоподтверждение. Это в прошлом году была передача на России. Вот. На правой фотографии, собственно, диванчик, на котором Гитлер и Ева Браун покончили жизнь самоубийством. Ева Браун приняла ампулу с цианистым калием. Что произошло с Гитлером, никто не знает точно. Вроде бы между челюстями нашли ампулу с цианистым калием, а одновременно дырка в черепе, в височной части. Кто-то говорит, что никакой ампулы не было. Была только дырка в височной части. Факт остается фактом, что Гитлер покончил жизнь самоубийством. Тело, много людей было свидетелей, которые выносили тело. Тело начали сжигать. Сжигать тело, мы на 80% состоим из воды. Сжечь тело очень трудно. И, соответственно, сжигали его долго, обливали бензином, но в итоге не сожгли. И вот этот вот кусок, который, собственно говоря, Алексей держит в руках, он попал в архив. Часть хранится в Гарфе, часть хранится в архиве ФСБ. Челюсть в архиве ФСБ, там очень характерные зубные коронки. Вот. Дальше, собственно говоря, от союзников спрятали эту информацию, и поэтому союзникам просто сказали: Гитлер покончил жизнь самоубийством. И дальше началась вот эта та самая мифология, которая там о том, что он сбежал. И понятно, что такая фигура, так сказать, она вызывает противоречивые чувства. Может быть, он действительно, кому-то нравилось, что он сбежал, идея. Но и тут сыграла роль свою секретность наша. Гитлера захоронили один раз, потом перезахоранивали второй раз. Третий раз в 70-м году Андропов провел операцию «Архив», по которому все останки, они уже были перемешаны, это была семья Геббельсов и Гитлер с Евой Браун, изгумировали и окончательно сожгли. Причем я разговаривал с людьми, которые писали документы по этому сожжению. И они сказали, что даже в документах, которые они составили, это были, естественно, сотрудники КГБ, написали другое место. То есть точно никто не знает, где Гитлера развеяли. Но мы точно можем сказать, что 30 апреля Гитлер был мертв. Ну и последнее, о чем мы будем говорить, это гуманитарная миссия Красной Армии. Тут мне кажется, что это очень важный блок, потому что, конечно, я не буду сейчас говорить там о 2 миллионах изнасилованных немок и как родилась эта мифология, и кто принимал участие в ее создании, потому что у нас есть книга, будет цикл лекций на видеолекции, там будет это подробно разбираться с опорой на все источники. Но наши, так скажем, оппоненты, да, по идеологической борьбе, они сразу запустили вот эту историю в массы, ее подхватили. А на самом деле, действительно, наша армия выполняла гуманитарную миссию. Если Германия, когда входила в Советский Союз, у них был план Баки, план голода. По этому плану им не нужно было наше население, мы были не нужны. Да? По этому плану вся территория должна была кормить армию вторжения и должна была отправлять продовольствие в Рейх. Первую зиму должно было умереть 30 миллионов наших сограждан. И это был их план. Да, он не реализовался, да, ему не дали реализоваться, но они это планировали. Когда мы вошли в Берлин, сразу было понятно, что мы будем кормить. Надо напомнить, что Берлин – это крупнейший мегаполис Европы того времени. 4 миллиона довоенного населения, и примерно осталось порядка 3 миллионов тех, кто встретил Красную армию. Склады были расположены по окраинам Берлина. Можно было, условно, 2 недели эту массу людей не покормить, там бы вообще никто живых не остался. Тем не менее, сразу же, первый же приказ. Комендантом Берлина назначают командующего 5-й ударной армии генерала Берзарина. 30 апреля. Еще не закончены бои, а уже Берзарин отдает приказ о том, что
Надо кормить население. Назначаются рационы соответствующие. 8-го, только-только вот подписали капитуляцию, 8-9 числа в Берлин прилетает Хрулев, начальник тыла Красной Армии, и Микоян. И они организовывают питание берлинцев. Прежде всего, они организовывают, чтобы войска поставляли питание, чтобы они выделяли транспорт, чтобы они выделяли людей. Мало того, начинается восстановление Берлина. То есть восстанавливается прежде всего вода, конечно. Вода и электричество. Естественно, ничего это с 23 апреля, ничего это в городе не работало. Уже 2 мая уже работают абсолютно все водопроводные станции. Это самое главное. Вода. Второе, конечно же, больница. Да, много раненых, огромное количество трупов на улицах. Естественно, это вопрос инфекционной безопасности. Это все дело разбирается. Войска начинают выполнять вот ту самую гуманитарную миссию. Разбирают завал, помогают разбирать завал. Естественно, сгоняют туда и мирных жителей. Там с самыми разными, так сказать, приключениями, потому что, например, выжившие еврейские семьи говорили о том, что мы же выжили в Холокосте, вы должны не как к немцам относиться, а как к евреям. Такие вещи тоже были. Там огромное количество административных проблем тут же возникает. И тем не менее, Берлин начинает приходить в мирное русло еще даже до окончания боев. И вот это очень и очень важно, что мы пришли, да, это называлось советской зоной оккупации, но это была абсолютно другая оккупация. Мы пришли не для того, чтобы порабощать, не для того, чтобы уничтожать людей, а для того, чтобы их освободить от того режима преступного, который там был. Спасибо большое. И у нас сейчас сессия вопросов. Да. Здрасте. На момент выхода наших к Берлину сколько примерно обороняло Рейхстаг немцев? К моменту выхода, наверное, к Рейхстагу. На самом деле гарнизон Рейхстага был крайне многочисленным. Он составлял около 1000 человек в сумме. Иногда говорят о том, что там были французы. Нет. Французы находились южнее рейхсканцелярии. Это совсем другое направление. Значительная часть гарнизона Рейхстага в ходе штурма была загнана в подвал. Часть находилась на 2-м этаже, и, собственно, через них потребовалось пробиваться роте Сьяновой. 1 мая, находившиеся в подвале, устроили контратаку с пробиванием пола. Потребовалось их выжигать огнеметами. В общем, если кто-то думает, что флаг водрузили, и после этого Рейхстаг наш, это не так. В Рейхстаге весь день 1 числа шел бой. И уже после того, как сопротивление было сломлено, остатки гарнизона взяли в плен. Правда, часть гарнизона разбегалась. Мне довелось побеседовать с одним из участников, он был из фолькштурма, человек, который находился в Рейхстаге. Он сказал, что после того, как ворвались в Рейхстаг, многие стали уходить, и в том числе он. И была возможность разбежаться, часть разбежалась. Но, тем не менее, изначально гарнизон Рейхстага был большим. Почему? Поскольку это был крупный опорный пункт. И немцы даже предпринимали контратаку с танками для того, чтобы его отбить. Поэтому, кто говорит, что Рейхстаг не имел значения, он очень сильно неправ. Надеюсь, достаточно. Добрый вечер. Спасибо за лекцию. Если посмотреть, я не знаю, альтернативную историю, да, то есть если бы у британцев удалась операция Маркин Гарден и мост все-таки был занят, они бы поучаствовали в штурме Берлина? Альтернативная история, она, конечно, очень такой тонкий лед, хотя это тоже способ познания. Да, безусловно, по состоянию на 1944 год, осень 1944 года, конечно, Красная Армия находилась еще достаточно далеко. Другой вопрос, что и немцы еще были достаточно сильны, поэтому
удалось бы дойти, не удалось, это очень большой вопрос. Но я вам отвечу так, что все решилось, на самом деле, ну, Маркет Гарден, он, на мой взгляд, изначально был идеей провальной. Все решилось в конце января 1945 года, когда Жуков, дойдя до Познани, решился идти дальше. Вот если бы Красная Армия застряла на поясе Варты-Одера, это так официально назывались укрепления на границе Германии и Польши, мы их называли Мезерицкий Ур, потому что там город Мезериц, мы по-своему переначали Мезерицкий Ур. Официальное название – пояс Варты-Одера. И после войны, уже, по-моему, в декабре 1945 года было совещание, где Жуков, можно сказать, на ходу прикинул, сколько бы потребовалось Красной Армии, чтобы взломать эти укрепления. Укрепления очень серьезные, сопоставимые с Западным валом, на котором надолго застряли союзники, как раз осенью 1944 года. Это 3 месяца в сумме. И эти 3 месяца могли разделить, что называется, жизнь на до и после. И союзники могли войти в Берлин с запада, в том числе с учетом настроения германского генералитета. Будем сражаться, пока нам в спину не ударят американские танки. То есть, как только появились бы американские танки, часть организованного сопротивления бы коллапсировала. И там 9-я армия Бюссе фактически, я думаю, что не оказывала бы серьезного сопротивления удару с запада. И технически, если, опять же, не вот это решение Жукова с открытыми флангами идем на Берлин и постараемся взять пояс Варты-Одера в маршевых колоннах, что получилось, у Жукова все получилось. Он действительно проскочил пояс Варты-Одера на раз-два. Союзники могли взять Берлин. То есть все решилось уже на самом деле в 1945 году. Нельзя сказать, что вот прям все было предопределено с самого начала, что Красная Армия войдет в Берлин. Одна из проблем как раз у немцев было то, что все-таки мы же знаем, что граница Германии в тот момент была намного восточнее, да, и часть вот эту, которая по Одеру, они отдали Польше. И основные как раз вот этот оборон, то, что говорил, выстроилась по этому линии, а сам Берлин к боям не готовили. До марта месяца не существовало плана обороны Берлина. Он появился только в марте по одной простой причине, что вообще исходно планировали нашу армию задержать намного восточнее. Да? У меня вопрос. Вы говорили про миф. В самом начале вы говорили про мифы, про которых вы рассказывали потом. На разгадку какого мифа понадобилось больше времени и силы? Какая разгадка какого мифа потребовалось больше силы и времени? Ну, я за себя отвечу. Разгадка Зиеловских высот и вот восстановление по крупицам, на самом деле понадобилось перелопатить очень много документов и книг. Я в том числе заказывал тогда за границу в начале, в нулевые годы заказывал целый ряд книг, потому что были проблемы с доступом к документам противника. И, можно сказать, по крупицам удалось собрать такой пазл, как взламывали Одерский фронт. Это, поэтому миф о том, что вот Зиеловские высоты, что это там какая-то роковая ошибка, что это бессмысленный штурм, вот это у меня понадобилось наибольшее усилие на это, но опять же поднятие данных по потерям, из которых следует, что наши потери на Зиеловских высотах, опять же, это оценочная цифра, поскольку отчитывались раз в 10 дней. Зиеловские высоты взяли за временной интервал меньше 10 дней. Это примерно где-то 4000 человек. Поэтому даже на мемориале Зиеловские высоты там называются какие-то фантастические цифры, типа 50 тысяч человек. Это полная ахинея. Безвозвратные потери Красной Армии на Зиеловских высотах, вот в том районе, который называется в оперативных документах Красной Армии Зиеловские высоты, Рейнвейнский выступ в районе Зиелова, это примерно 4, ну максимум 5 тысяч человек.
Вот это да, это мне понадобилось очень много, при этом это было до поездки в Германию. Потом меня пригласили из музея Зиеловских высот, и мне сказали так: вы как Карл Май, немецкий писатель, который всю жизнь писал про индейцев и ковбоев, ни разу в Америке не был. А вот сейчас мы вас проведем. Ну и вот с этими натовскими картами меня провели и показали, как оно было дело. И действительно, вот то, что я увидел на карте, как бы, ну и то, что вычитал из документов, оно подтвердилось полевой поездкой. И вот это был для меня такой вот момент истины. Я вот ехал в поезде, как раз вот извергался вулкан, если кто-то помнит, это давняя история. Я вот ехал с чувством, что наступил момент истины. Вот это у меня понадобилось очень много времени, сил на то, чтобы с этим всем разобраться. Да. Можно вопрос? А вот часто освещаются действия советских танковых войск в битве за Берлин. А касательно немецких танковых войск в битве за Берлин, что можно про это сказать? Ну, во-первых, у гарнизона Берлина имелось немалое число танков. Помимо неподвижных корпусов ремонтной бронетехники в количестве примерно 20 штук, закопанных на перекрестках, так называемая танковая рота «Берлин», это пантерные корпуса с башнями и четверочные корпуса с башнями. Они доставили определенные неприятности. Имелась бронетехника, в частности, тяжелого танкового батальона СС, который участвовал в том числе в прорыве из Берлина. Он пробивал дорогу из Берлина и пытался на одном из королевских «Тигров» вывести Бормана безуспешно. А тогда танковые бои были, в частности, была танковая контратака немцев во время боев за аэропорт Темпельхоф. И поэтому бронетехника достаточно активно используется. Ну, понятно, что в условиях города ее затруднительно использовать для каких-то маневров, характерных для подвижных соединений, но именно как поддержка своей пехоты немецкие танки активно использовались, причем довольно такой широкой линейки до последних моментов. То есть последний момент – это прорыв, вот это вот с лидирующим королевским «Тигром». А так, например, контратака в районе Рейхстага, она тоже была с танками. Поэтому это реалии Второй мировой войны, особенно ее заключительного периода, когда количество бронетехники у обеих сторон было, прямо скажем, большое. Другой вопрос, что фуст-патроны были именно в условиях Берлина более опасным противником чисто статистически. Но немецкие танки были, например, вот эту вот пантерную башню, точнее корпус башни на Бисмаркштрассе, его понадобилось обходить, расстреливать сбоку. Там немало хлопот доставил этот эпизод. Поэтому, да, танки у немцев были. Есть даже книга недавно вышла на Западе как раз про танки в боях за сам город Берлин. У нас последний вопрос. Я бы хотел, чтобы вот молодой человек его задал. У меня вопрос про Советский же Союз. Мог же сказать то, что Германия ему принадлежит? Он же прошел путь, он поставил знамя над Рейхстагом, он, можно сказать, завоевал Германию. Да, можно было бы и всех немцев выселить, и вообще их не кормить, и устроить им геноцид, но тогда мы ничем не отличались от Гитлера и от его режима. А мы очень сильно отличаемся. И поэтому мы так не могли сделать. Это действительно была оккупационная зона, то есть мы оккупировали эту часть, но... Дополнить, не поступить как Гитлер, а просто в состав Советского Союза ввести именно. Угу.
Как другие республики кормить, Я то же понял. самое. Поставлять что-то, но именно ввести в подчинение главное Сталину именно и партии Советского Союза. Мы все-таки вели войну в коалиции между с нашими западными союзниками в тот момент. Это была Англия и Америка, основные три союзника. И по договоренностям с ними Германия делилась именно на оккупационные зоны. Вообще вопрос о том, что сделать с Германией, возник не в 1945 году, а в 1943 году он начал обсуждаться. И были разные планы. Расчленить ее на несколько частей, оставить ее единой. И, кстати, Советский Союз настаивал, чтобы она была единой страной. В итоге выбрали вот эту форму, которая называется оккупационные зоны. Разделили их сначала на 3 зоны. Советскую зону, американскую зону и Великобританию. Потом выделили 4-ю Франции. Это была договоренность между союзниками. Ни одна из сторон не считалась возможной присоединить часть Германии к себе. Я надеюсь, ответил. Ну и надо сказать, что создание Германской Демократической Республики создавало лояльный Советскому Союзу государство с Народной армией ГДР. Вот мои друзья, которые меня водили по Зиеловским высотам, они были из Народной армии. Это были верные союзники СССР, и ГДР была верным союзником Советского Союза вплоть до самого последнего момента. И были люди, которые верили в определенные идеи, социалистические, марксистские, и в том числе из бывших военнослужащих вермахта, и строили новую жизнь. Но история повернулась потом другим боком, что называется. Но это не отменяет историю ГДР десятилетий, которая строилась другая Германия на отрицании Гитлера. На этом мы вынуждены закончить нашу лекцию. Я бы хотел прежде всего сказать спасибо Национальному центру «Россия» за приглашение. Это огромная честь сидеть здесь, в таком прекрасном зале. Спасибо большое. Артем Владимирович, Алексей Валерьевич, вам тоже большое спасибо за такую интересную беседу. Правда было интересно? Давайте еще громче поаплодируем нашим гостям. И у нас, я бы хотел упомянуть наших партнеров. Это Президентский фонд культурных инициатив и Российское военно-историческое общество. Ну и сказать, что у нас есть курс бесплатный на онлайн-платформе «Лекториум», который любой желающий может пройти в свободное время и узнать намного больше, чем то, что мы сегодня сказали. Сканируйте QR-код и приходите к нам, учитесь, познавайте историю. У нас в Россия уникальная страна с абсолютно уникальной историей. Даже погружение просто в Великую Отечественную войну – это очень маленький, это всего 4 года истории нашей страны. Можно изучать бесконечно. Но таких периодов их огромное количество. И, конечно, я желаю всем, чтобы мы все как можно лучше знали нашу страну. Спасибо вам большое за то, что вы пришли сегодня, разделили этот вечер в Национальном центре России на нашем открытом лектории. Приходите на следующие мероприятия и, конечно, сканируйте наш QR-код, который вы сейчас видите на экране. Это QR-код обратной связи. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями о сегодняшнем мероприятии. Мы будем очень рады почитать все и принять к сведению. Ну и, конечно, с нашими гостями вы можете сейчас сфотографироваться, поэтому далеко не уходите. А мы желаем вам хороших выходных. Спасибо большое. До встречи в Национальном центре «Россия». До свидания.